Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 27 октября. В этом видео поговорим о церковном календаре, уделим внимание иконе Божьей Матери, которая чествует в этот день, 27 октября. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 27 октября. Итак, друзья, 27 октября Православная Церковь почитает память Параскевы Сербской. Это христианская святая, которая прославилась своим аскетизмом. Родилась Параскева в X веке в городе Епиват. Сегодня это Турция, неподалеку от Константинополя на берегу Мраморного моря. Точная дата рождения неизвестна. Святитель Ефимий, епископ Мадитоса, был ее братом. После смерти родителей девушка раздала полученное наследство и переехала в Константинополь, где приняла монашеский постриг и прожила 5 лет. Потом она отправилась на Святую Землю, чтобы поклониться святыням. После паломничества жила отшельницей в Иорданской долине. В пожилом возрасте, за 2 года до смерти, Параскева вернулась домой. После того, как она умерла, ее погребли на общем кладбище как безымянную странницу. Через много лет чудесным образом ее нетленные мощи были обретены и положены в местном храме. Мощи святой прославились множеством чудес и исцелений. По приказу болгарского царя Иоанна Асена в 1238 году их перенесли в город Тырновград. Когда турки захватили Болгарию, мощи вывезли в Валахию. После захвата Валахии их перенесли в Белград. Когда в 1521 году Сулейман I захватил Белград, то он вывез мощи преподобной Параскевы в Константинополь. В 1641 году их перенесли в Яссы, где они находятся и по сегодняшний день. Преподобная Параскева Сербская считается покровительницей Молдовы. В Румынии ее чтят как покровительницу румынского региона Молдова. 26 октября Православная Церковь также отмечает и праздник Яхромской иконы Божьей Матери. Согласно историческим документам, впервые икона появилась ближе к 15 веку. И 14 октября 1482 года мальчик по имени Косма сопровождал в пути мужчину, который страдал от тяжкого заболевания. В один из дней они решили отдохнуть у реки Яхромы, протекающей неподалеку от Владимира. Больной мужчина решил поспать, а Косма не смыкал глаз. Когда захворавший заснул, Косму озарил ослепляющий яркий свет, а следом за ним послышался голос, который попросил Косму слушать свое сердце, жить праведной жизнью, делать для окружающих больше добра, и только благодаря этому он сможет обрести вечную молодость, радость и счастье. Оказалось, что свет небесный исходил ярким лучом от иконы, чудесным образом появившейся на одном из деревьев неподалеку. Не думая долго, Космо быстро взял лик Богородицы в свои руки, подошел с ней к больному. В следующую секунду произошло чудо, ведь мужчина долгие годы страдал от страшной хвори, и в этот момент исцелился и полностью выздоровел. С тех пор Косма стал верующим человеком, жил по всем Божьим заповедям и принял монашество. Через несколько лет он построил на месте обретения иконы храм под названием Свято-Успенский Космо-Яхромский монастырь. Именно так и по сей день находится святой лик. О чем же просят в молитвах Яхромскую икону Божьей Матери? Исходя из чудес, совершенных иконой, люди обращаются к святому образу за помощью в излечении самых тяжких и страшных болезней, например, от различных опухолей, болезней нервной системы и много-много другого. Также икону просят об избавлении от душевных болезней и хворей тела. Некоторые люди обращаются к Яхромской иконе Божьей Матери, чтобы пережить потери, страхи, свою печаль и тоску, любые жизненные горести, отчаяния и потерю смысла в жизни.
Многие задаются вопросом, а куда же повесить яхромскую икону Божьей Матери в доме? Вы знаете, лучше всего любые иконы размещать в доме в юго-восточном углу выбранного помещения. Также можно оформить красный угол со всеми церковными атрибутами, церковными свечами, лампадками и другими иконами. Важно знать, что рядом с иконой не должно находиться никаких картин, портретов, рисунков, плакатов, календарей и других деталей светского мира. Также, друзья, мы в описании к этому видео оставим вам молитвы, которые вы можете прочитать 27 октября. Теперь давайте посмотрим, что же нам этот день в народном календаре предвещал. Итак, 27 октября отмечается народный праздник, который называли как Параскева Пятница, Льняница, Грязниха или Пятница в честь святой Параскевы Сербской. Дело в том, что ее образ ассоциирует с образом и функциями Макоши, славянского персонажа женщины. Параскевья считается бабьей заступницей, покровительницей женских дел, рукоделия, деторождения, материнства, домашнего хозяйства и прочего-прочего. К празднику на перекрестках и в часовнях в те времена устанавливали фигуры святой Николая Угодника, сделанные из дерева. К образу Параскевы 27 октября прикладывают цветы с травами, чтобы они стали целебными. Из них делали отвары, давали их животным и родственникам, чтобы те не болели. Как мы уже сказали ранее, этот день называли грязнухой, и этот день назвали потому, что он редко обходился без проливных дождей, и сельские дороги становились совершенно непригодными для передвижения даже на телегах. Видимо, как раз в это время писал свою картину «Осенняя распутица» русский художник Архип Куинджи. И, как мы уже сказали, очень часто на Параскевью погода портится и идет дождь. Температура воздуха 27 октября также, как правило, понижается. И сухой теплой погоды в этот день практически никогда не бывает. А вот льнянихой Параскеву назвали за то, что с этого дня обычно начинали мять и трепать лен. Девушки при этом были особенно старательны, поскольку за их работой наблюдали потенциальные женихи и свекрови. На Руси день Параскевьей Пятницы считали женским праздником. Всем представительницам прекрасного пола в этот день строго запрещалось заниматься любой работой, в том числе и домашними делами. Единственное, что приветствовалось, это перебирание льна. Вы знаете, часто саму Параскеву изображали как женщину худого телосложения с длинными волосами. Говорили, что Параскева является защитницей беременных женщин. Ну а чтобы не лишиться ее помощи в процессе родов, беременные не расчесывали волосы по пятницам. Старались 27 октября не слишком сильно смеяться, поскольку в будущем такой человек мог столкнуться с многочисленными бедами и плакать горькими слезами. Также в этот день, 27 октября, обязательно задабривали домового, выносили для него еду во двор, чтобы в будущем скот хорошо водился и не болел. Верили, что именно домашние животные находились на попечении домового. А утром в храмах 27 октября молились о счастливом браке, о здоровых детках, о защите от болезней. У образа святой ставили зажженные церковные свечи. После службы принято было освещать собранные в этом году плоды, чтобы они могли сохраниться до нового урожая. Ну а чтобы в доме прекратились постоянные ссоры, в храм несли сегодня свежий хлеб, освещали его и раздавали куски нищим. Также готовили на Параскеву грязнуху кашу из нового урожая пшеницы и заправляли ее льняным маслом отжимом этого года. Во время еды обязательно благодарили Всевышнего за то, что дал новое пшено и масло изо льна. Вечером уже устраивались семейные посиделки у самовара с пирожками и булочками, во время которых взрослые рассказывали интересные истории для детей, а также делились своими радостями, бедами и переживаниями. 27 октября старые девы, вдовицы проводили вечер в мольбах перед иконами, чтобы поскорее найти себе спутника жизни, а на утро несли в церковь подаяние, но только не денежное.
Существовала у наших предков и традиция: на Льняницу 27 октября обязательно проводили гадания на будущее по выпечке. Пекли 3 пирога с рыбной, капустной, ягодной начинкой, смазывали их маслом и накрывали полотенцем. Потом, снимая полотенце, смотрели на оставшиеся круги на нем. Если на всех 3 были разорванные линии, то весь год семья проведет в болезнях. Только на 2 неприятности предстоят, на одном будут лишь мелкие проблемы. А если все 3 круга получились без разрыва, то семью ждет удача, процветание и мир. На Парасковью опасались браться за новые дела. По народной примете они не принесут желаемого результата. Вот идти медленно и проблемно. Кроме того, сегодня не стирали, не шили и не убирали в доме, а также боялись купать деток, ведь, согласно поверью, они могут после этого серьезно заболеть. Традиционно в день Параскевы Грязнухи проводились магические ритуалы и обряды, читались приворотные слова на любовь мужчины. Также в этот день наши предки уделяли внимание природным народным приметам. Если дул западный ветер, значит к дождю. Если небо закрыло облаками и выпал снег, то в конце мая погода будет ненастной. Если в этот день идет дождь, весна тоже будет дождливой. Яркие звезды к богатому урожаю. Вороны много каркают к потеплению. Сегодня именины отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья. Обязательно, если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравите. Женщины, рожденные на Прасковью или Льняницу, обычно высокого роста, имеют мужской характер, не терпят возражений и долго живут. Жизнь их проходит в заботах и в трудах. Они редко отличаются внешней красотой, но душа у них чистая и светлая, подобно утру в праздник Христовый. Человеку, родившемуся в этот день, предстоит много работать, чтобы добиться счастья в жизни. Его камень – топаз. О лечебных свойствах этого камня ходят легенды. Он был очень популярным среди знахарей прошлых столетий. С его помощью лечили отравления, боролись с бессонницей, страхами и психическими расстройствами. Вы знаете, достоинствами людей, рожденных в этот день, является то, что благодаря своему трудолюбию могут добиваться больших высот. Были, правда, и недостатки у людей, рожденных в этот день. Это то, порой работая, человек полностью забывал о своих окружающих. Сон в ночь на 27 октября мог сбыться, если он был ярким, красочным и интересным. Хорошо вам запомнился. Если сон таковым не был, то о его реализации и воплощении в жизнь можно забыть. Если в ночных грезах вам довелось выносить на собственных руках из огня человека, которого наяву подозревается вами в коварстве или в предательстве, то знайте, что вы глубоко ошибаетесь. Возможно, узнав его получше, вы поймете, что он сможет стать вашим близким другом. Вы знаете, людям, рожденным 27 октября, придется много потрудиться в жизни, чтобы добиться успеха и осуществить поставленные цели. Тем, кто хочет достичь материального благополучия, при этом не прилагая особых усилий, необходимо носить амулет из желтого топаза. А желающим обрести уверенность в себе и в собственных силах следует обзавестись талисманом из минерала красного цвета. Что же категорически запрещается делать 27 октября по народным приметам? Итак, по старинным народным приметам, в день Параскевы Грязнухи женщинам нельзя делать было тяжелую работу. Дело в том, что святая Параскева Сербская, являясь покровительницей женской традиции и приодения, благословляет на счастье и удачу только тех, кто сегодня приодет и вяжет. Если же женщина 27 октября занимается стиркой, тасканием воды, мытьем полом и другим нелегким трудом, то Параскева может наслать на нее неприятности и хлопоты. Пусть и небольшие, но избавиться от которых будет очень сложно. Не рекомендуется женщинам в день Параскевы Грязнухи вечером сидеть дома. Надо нарядиться в самый лучший наряд и выйти на прогулку для демонстрации своего рукоделия. Тогда по народной примете все проблемы пройдут стороной. Домоседок же ожидают неприятности на работе, в том числе и финансового характера, а также семейные хлопоты и заботы, которым конца и края не будет.
Запрещено 27 октября смеяться, иначе в будущем придется слезы горькие лить, притом очень часто. Поэтому не стоит в день Параскевы грязнухи смотреть веселые телепередачи, комедии, читать юмористические книги. В этот день запрещается беременным расчесывать и стричь волосы. Эти процедуры отвергнут святую от женщины в положении, поэтому роды пройдут тяжело, а ребенок может родиться больным. На Параскеву грязнуху нельзя отказывать беременным. Тот, кто откажет будущей маме в ее просьбе, будет наказан сильными болями в теле. Также в этот день не стоит отправляться в дальний путь, поскольку могут возникнуть некоторые препятствия, которые сделают дорогу невыносимой как морально, так и физически. Это может быть и поломка транспорта, задержка в пути из-за непредвиденных обстоятельств и многое-многое другое. Также не стоит начинать новые дела, важные встречи и переговоры. Все закончится неприятностями и разочарованиями, а задуманное невозможно будет исполнить. В старину 27 октября не купали маленьких детей. Это верная народная примета к серьезной и тяжелой болезни ребенка. Вот, друзья, у нас с вами вот такой вот день, 27 октября, по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, услышимся в следующем видео.